Зашли на сервер, можно начинать. На связи Ваня Рукарт, и это 4-я серия будни разработчика на Black Russia Old. В этой серии вы увидите, как я обновлял автошколу, добавил почти все начальные квесты с Black Russia и обновил амуницию. Начнем с того, что я хочу добавить проверку, есть ли у игрока водительские права при аренде рабочего транспорта на службе доставки завода. Смотрите, я забираю у себя командой все права, и когда подхожу на пикап, у начала работы пишет, что у меня нет водительских прав. Хорошо. Теперь я выдал себе права, и как видите, все работает, и я могу переодеться и арендовать рабочий транспорт. Теперь проверка у самого пикапа аренды. Как видите, он тоже пишет, что у меня нет водительских прав. Это тоже хорошо. На этом добавление проверки подходит к концу. Теперь переходим к самой автошколе. Я из нее хочу сделать полную копию старой автошколы Black Russia. Но в ней была еще сдача на права категории А для мотоциклов или же мототранспорта. А так как пока я права не разделяю на категорию Б или А, пока что я не буду добавлять категорию А, то есть и саму сдачу, разумеется, на права категории А. Начнем с обучающего раздела. Мне пришлось долго искать всю информацию о нем, так как это было очень давно, и по итогу смог найти. Я встаю на пикап, и сейчас вот так выглядит обучающий раздел. После рестарта, как видите, текст над пикапом уже изменен, и вот так выглядит раздел «Экзаменационные билеты». После третьего рестарта я добавил еще теорию для мотоциклистов, чтобы уже была на будущее. И так выглядит основная информация для мотоциклистов и экзаменационные билеты. Для автомобилистов я тоже добавил основную информацию, вот так она выглядит. Сейчас давайте проверим саму сдачу на права. Я встаю на пикап, и меня телепортируют назад. Это нужно исправить. Для тех, кто не знает, когда я не имел свой написанный антифлот пикапов, я делал так, чтобы игроков телепортировал немного назад от пикапа, чтобы пикап ему не флудил теми же диалог окнами. Выбираем категорию Б, и появляются вопросы, на которые нужно ответить. Олды Black Russia может помнят ответы, как и я, но я вам не буду показывать, чтобы было, так скажем, все честно, и вы сами учили немного ПДД. Итак, я ответил на все вопросы правильно, и мне дали машину для сдачи практической части. Не обращайте внимания на то, что она розовая, в моде указан цвет красный, когда-то мы этот баг с цветами исправим. И уже видно, что пикап аренды скутера нужно немного переместить, ибо он мешает проезду. Мне не сильно нравится, как расположен этот чекпоинт у поворота к банку, нужно будет его немного назад переместить. Следующий чекпоинт, думаю, можно и чуть дальше переместить, ближе к мосту. Что-то не очень хорошо, чтобы игроки выезжали на встречку, чтобы взять чекпоинт, его перемещу на правую полосу движения. Этот чекпоинт на перекрестке не очень хорошо стоит, с ним то же самое сделаю. Ну и как-то далеко расположен следующий чекпоинт, нужно будет добавить еще один между ними. Просто посмотрите, как далеко на вот этот вот чекпоинт следующий находится, мне это не очень сильно нравится. Ну и я заканчиваю практику и получаю права. То, как я обновлял позиции чекпоинтов, я хоть и записывал, но это не очень интересно и заняло бы 2 минуты видео, поэтому я и не добавил это. Могу сказать, что вне видео мне понадобилось еще 5-10 попыток, чтобы все с чекпоинтами закончить, потому что когда я подбирал последний чекпоинт, система не реагировала и не заканчивала экзамен. Это было как раз из-за добавления еще одного чекпоинта, где расстояние между ними было большим. По итогу это тоже смог исправить. На этом обновление автошколы подходит к концу. Теперь переходим к обновлению системы квестов и добавлению старых 15 квестов, которые были на Black Russia. Сейчас квесты выглядят таким образом. Что-то схожее с Black Russia у них может и есть, но я знаю, что многие названия переделаны и описание квестов тоже. Я открываю квест «Первые деньги», и информация о нем говорит, что нужно перенести 10 мешков на грузчики. То есть уже видно, что это квест не как на Black Russia. Такого квеста в принципе на Black Russia никогда и не было. Квест без связи никуда можно переделать, но суть выполнения его как на Black Russia. Квест «Получить водительские права» уже был до этого добавлен и сделан под копирку как на Black Russia. Как видите, я даже специально заходил на Black Russia, чтобы узнать всю информацию о квестах, так как не все квесты Black Russia были на ютубе. Теперь к теме о 3 квестах, которых нет на Black Russia. Первые деньги, суть перенести 10 мешков на грузчики. Тяжелая профессия, суть откопать руду 20 раз на шахте. Высокие деревья, срубить 20 раз деревья на лесорубке. Их удалять не буду, они останутся в квестах, только будут последними по счету, то есть 16, 17 и 18 номером. После того, как я обновил все квесты и добавил все 15 квестов с Black Russia, теперь они выглядят так. Первые деньги вот таким образом, то есть я добавил еще 3-4 пункт, лесорубка и склад.
так как на Black Rush этого нет, но это тоже начальная работа у меня. Водительские права я просто переместил на второе место, как на Black Rush по счету. Теперь квест одеться поприличнее. Вот так вот он выглядит. То есть опять же скопировал весь текст с Black Rush. Приобрести телефон, обновил само название квеста и также его описание. Дальше устроиться на официальную работу, то есть в правительстве на водителя автобуса или курьера. Но нужен минимум 2 уровень. Квест вступить во фракцию. Нужно вступить во фракцию и дойти до 2 ранга, то есть повышениями. Теперь квест вступить в семью. И он почему-то не отображается. Сейчас я это исправлю. После рестарта я проверяю квест вступить в семью, и он отображается. Вот так он выглядит. Смотрите, есть такой квест, как Coming Soon. То есть этого квеста еще нет, но для него уже все основные функции заготовлены. Просто медкарты еще в игре нет. И когда появится медкарта и военный билет, эти 2 квеста будут сразу же добавлены. И вот так выглядят те 3 квеста, которых нет на Black Rush. Как мог, так и придумал текст и описание для них. И также урезал награды. И чуть прибавил прогресс. Сейчас я хочу проверить, как работает квест «Первые деньги», то есть я отправлюсь на завод и заработаю первую 1000. Но вы можете себе еще выбрать шахту, лесорубку или грузчика на складе. Но я выбираю завод, потому что я знаю, что тут 4 или 5 ходок нужно сделать, и я уже первую 1000 заработаю. Итак, я закончил свои 5 ходок, плюс были неудачные попытки, заканчиваем работу, и как видите, квест выполнился. Правда, вы успешно выполнили квест, текст написан красным текстом, я это легко исправлю. Теперь квест, связанный с автошколой, получить водительские права. Я себе все квесты обнулил, и этот получается тоже. Я снова прошел теорию и начинаю практику. И снова заканчиваю практику, получаю права и выполняю квест, за что получаю 2500 рублей и 2 XP. На этом обновление начальных квестов подходит к концу, и мы переходим к теме, такой как обновление амуниции. Вот так выглядит амуниция на Black Rush, то есть, как видите, доступно 5 компонентов, 4 из них оружие и 5 бронежилет, и можно вводить количество патронов, сколько вы хотите купить. У меня же вы просто нажимаете на оружие и выдается какое-то определенное количество патронов. Вдобавок там была такая позиция как миниган, а миниган это не совсем РП оружие, поэтому это нужно все переделать. Смотрите, сейчас магазин оружия называется именно так, то есть не амуниция, но я это в будущем изменю. Во-первых, мы видим пикап, то есть на Black Rush там динамический чекпоинт, как я понимаю. И вот все оружия вы можете увидеть, то есть позиции. Смотрите, после рестарта я убрал пикап для выбора позиции и сделал динамический чекпоинт. Как видите, я подхожу и он срабатывает, но само диалог-лист я не обновил и сейчас буду обновлять. Ну и так будет выглядеть конечный итог. Как видите, уже 4 часа утра по времени игры. Я чуть-чуть расширил динамический чекпоинт, сделал диалог окно для ввода количества патронов, и как видите, все работает. Ну и также обновил доступные позиции, как видите. И на этом моменте видео подходит к концу. Ссылки на телеграм-канал проекта и на мой личный телеграм-канал есть в описании под видео. Подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.